Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Чинар спрашивает Дилана, почему она ему не интересна, Дилан говорит, что нам нужно долго играть в прятки, а Чинар спрашивает, почему. Дилан говорит, что я подхватил болезнь, поэтому тебе нужно какое-то время держаться от меня подальше. Если ты справишься с этим, в конце нас ждет для тебя большой сюрприз. Когда Баран спрашивает «Да, Аслан, чего ты хочешь?», Чинар отвечает «Я ничего не хочу» и спрашивает Дилана, когда ты поправишься. Когда Дилан говорит «Я вообще не знаю, но я постараюсь сразу же поправиться для тебя», Чинар убеждается и убегает оттуда. «Баран, ты определенно не хочешь, чтобы Чинар пострадал, но я это очень хорошо знаю». Он пытается поднять боевой дух, говоря, что ты справишься с Чинаром. В то время как Дилан говорит Берану «Я не смогла бы сделать это без тебя», ее глаза наполняются слезами, Беран целует ее руку и говорит «С тобой все будет в порядке, вот увидишь». Когда госпожа Айхан говорит, что все кончено, Акиф спрашивает, почему Айши не может прийти на работу, и она говорит, что ушла с работы. И Акиф, и Ипек очень расстроены. Акиф спрашивает, почему он ушел. Когда госпожа Айхан хочет сшить для Айши сувенирное платье, госпожа Айхан и Ипек удивляются, когда Акиф внезапно предлагает, чтобы оно было синим. Тогда они не могут перестать хвалить Айши за то, что она такая красивая. Когда Беран и Дилан заходят внутрь, а тетя Джейда преследует Дилана, Баран говорит, что все знают, что ему больно, и поэтому нам тоже больно. Когда госпожа Хасер успокаивает ситуацию, а затем говорит, что состояние Дилана совсем нехорошее, не для того, чтобы мешать вашим делам, но если вы передумаете свое решение уйти, Дилан расстраивается и уходит в свою комнату. Это наш дом в Баране. Госпожа Хаджер отправляет сообщение о том, что вопрос закрыт. Затем госпожа Хаджер говорит, посмотрим, будет ли закрыт этот вопрос. Беран приходит к Дилану и говорит ему, что все, что они говорят, не имеет никакой ценности и что ему все равно. Когда Дилан говорит, меня не волнует, что они говорят, но главное, чтобы я не совершал ошибок, а с другой стороны, мне тебя жаль, Баран удивляется и спрашивает, почему. Потому что они говорят, ваша семья и ваши отношения были бы лучше, если бы не я. Когда Беран говорит, вы моя семья, я не могу вынести вашей печали и боли, Беран говорит, я знаю, как сильно ты меня любишь, я рад, что ты у меня есть. Пока госпожа Хаджер и Джейда обсуждают, как нам найти способ отослать их из особняка, когда Джейда говорит, что у меня действительно есть план, госпожа Хаджер спрашивает, что это такое, и Джейда начинает объяснять. Баран приходит к Чинару, и Чинар сразу же спрашивает, выздоровел ли Дилан. Когда Чинар говорит о своей обеспокоенности тем, что нам нужно что-то для него сделать, Баран говорит, что мы делаем то, что необходимо, можете расслабиться. Когда Чинар говорит «хорошо, если ты думаешь о чем-нибудь еще, просто скажи мне «хорошо». Баран говорит «хорошо, пойдем спать», укрывает его и желает ему спокойной ночи. Акиф не выдерживает этого и спрашивает Берфина, почему он ушел с работы. Когда Берфин много думает и выдает это за семейную проблему, Акиф спрашивает, есть ли в этом проблема, верно. Когда вы говорите «нет», Акиф спрашивает, нужно ли вам что-нибудь. Когда он говорит, что с ним не все в порядке, Акиф заканчивает разговор, желая спокойной ночи. Дилан с любопытством ждет в комнате, пока Баран придет из Чинара, и спрашивает о Чинаре, как только он приедет. Когда Беран спрашивает о тебе и говорит, давай приготовим суп, чтобы тебе было хорошо, Дилан говорит, что я вообще не хочу с ним расставаться, но пока он выздоравливает, поверь мне, я не хочу ничего другого. Пока Чинар спит, Джейда тайно и молча приходит в его комнату, убеждается, что он спит, открывает окно и укрывает его. Дилан и Беран ложатся спать, но не могут заснуть. Видя беспокойство Дилана, Беран спрашивает, случилось ли что-нибудь, или скажи мне еще раз, что Дилан говорит, что внутри меня что-то не так. Интересно, будет ли Дилану плохо держаться подальше от Чинара, пока она так близка к нему. Я спрашиваю Барана, стоит ли нам идти, возможно, госпожа Хаджер права, но мое сердце говорит, я не хочу покидать Чинар. Вообще, я не хочу оставаться от нее в стороне, между нами есть связь, я двигаюсь к ней каким-то непонятным мне образом.
Когда Бэрон говорит: «У меня те же чувства, но давайте не будем торопить этот вопрос», Дилан говорит: «Вы правы, нам нужно хорошенько подумать и принять правильное решение». Дилан просыпается раньше Бэрона, медленно встает и выходит из комнаты. Не в силах этого вынести, он приходит в комнату Чинара и входит. Пока он наблюдал за ней, пока она спит, и хотел погладить ее по волосам, говоря, как невинно она спит, когда Чинар внезапно пошевелился, Дилан испугалась, отдернула ее руку и вышла из комнаты. Когда он уходил, Берфин видит его, подходит к нему и спрашивает Дилана: «Почему ты делаешь это с собой, Дилан, с тобой и Чинаром все в порядке?» Дилан говорит, что с нами все в порядке, но я причинил всем боль, но посмотрите, что произошло, я нанес больше всего вреда Чинару, поэтому буду держаться подальше от Чинара. Вы не правы, иногда мы причиняем вред тем, кого любим, пусть и непреднамеренно, но самый большой вред для них – это держать их подальше от себя и нашей любви. Когда Дилан говорит: «Но Чинар не один», Берфин говорит: «Да, он не один, мы там, но я впервые вижу Чинара таким веселым и счастливым с тех пор, как ты пришел». Дилан вспоминает моменты, проведенные с Чинаром. Я говорю Дилану, что хорошо для Чинара сейчас, так это твое присутствие, твоя любовь и твое внимание. Он сообщает Гэже Хаджер, что Джейда открыла комнату Чинара и что они пытаются его заболеть. Пока госпожа Хаджер говорила: «Вы придумали хорошую идею, посмотрим, что получится», Тарик приходит к ним и спрашивает, все ли в порядке. Он говорит: «Не волнуйтесь, мы избавимся от барана и все. Дилан вместе». Когда Дилан вернулся в комнату, баран спросил: «Где ты?» «Я пошел посмотреть на Дилана Чинара». «Что мне делать?» «Я не мог этого вынести». «Вы были правы. Правильная идея пойти». Бэрон отвечает: «Ты хорошо справился, чтобы ты не говорил». Когда Бэрон говорит: «Мне пора на работу, но я думаю о тебе», Дилан говорит: «Не думай обо мне, я чувствую себя хорошо сегодня, иди на работу», и они обнимают друг друга. Пока Дилан спускается вниз с Бэроном и отправляет его на работу, Бэрон обещает: «Я пойду, но если что-нибудь случится, ты мне позвонишь, хорошо?» В этот момент приходит Чинар и говорит: «Это наша игра совсем не хороша, я не хочу никаких подарков или чего-то еще, если я не буду держаться от тебя подальше, хватит, я так по тебе скучаю». Когда Дилан говорит: «Я тоже скучаю по тебе, я бы никогда этого не потерпел, если бы не ты». Чинар говорит: «Тогда не мирись с этим», и обнимает его за шею. Тем временем Дилан понимает, что Чинар горячий, и они с Бараном паникуют. Дилан отправляет Барана на работу, а Чинара в его комнату, говоря: «Тебе следует пойти на работу, и если что-нибудь случится, я дам тебе знать». Пока Дилан собирался взять с кухни жаропонижающий сироп и пойти к нему, приходит Джейда и забирает его у него. «Мы его родители, и именно мы положили сюда эти лекарства. Вы обо всем думаете, но если подумать, почему этот ребенок заболел? Он столько часов пробыл на улице. В любом случае, вы принимаете свои лекарства, если вы знаете, он уходит из кухни, чтобы я мог. Дайте моему ребенку лекарства». Когда госпожа Хасиби приходит на кухню, Дилан просит ее дать ей лекарство. Тарик пытается действовать за спиной Барана, преследуя новые планы вместе со своим человеком. Дилан приходит в гостиную и садится рядом с Гэжой Азади. Госпожа Азади говорит: «Дилан, ты слишком строг к себе, благодаря тебе этот ребенок пришел к тебе домой». Дилан объясняет, что чувствует себя плохо и боится, что из-за него с кем-то что-то может случиться. Затем он просит Азади Ханым пойти и посмотреть, так как ему интересно, как Чинар выстрелил из него. Когда госпожа Азади встает, чтобы посмотреть: «Окей, девочка», Дилан напивается из-за воздействия выпитых ею наркотиков. Когда Джейда приходит к Чинару и Чинар говорит, что ему холодно, она говорит: «Тебе холодно, детка, ты потеешь, я думаю, нам следует хорошо тебя укрыть», накрывает Чинара и выходит из его комнаты. Прямо у двери госпожа Азади говорит Джейде: «Выздоравливай скорее, у моей дочери Чинар жар». Когда Джейда говорит: «Конечно, его тело не выдержало после нескольких часов пребывания на улице». Госпожа Азади направляется к двери, чтобы я мог взглянуть, она блокирует его и говорит: «Я сделала все необходимое, теперь давайте не будем входить и беспокоить его». Бэрон понимает, что в бизнесе проблема, и идет за ним.
Дилан заснула на краю дивана, а когда просыпается, говорит, что снова заснула и встает из-за любопытства Чинара. Несмотря на то, что госпожа Азади сказала, что Джейда дала ей лекарство и она спит, Дилан собирался подняться наверх, чтобы посмотреть, но Джейда и госпожа Хаджер спали. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.